Введение. 13. Замечания вышеизложенные вынуждают нас сказать несколько слов и о другой трудности о расхождениях, существующих в словах духов. Поскольку духи отличны один от другого с точки зрения знаний и нравственности, то очевидно, что один и тот же вопрос может быть решен ими в противоположном смысле, согласно занимаемому ими рангу, точно так же, как если бы среди людей он был задан поочередно ученому, невежде и дурному шутнику. Самое главное, как мы уже сказали, это знать, к кому обращаешься. Но скажут нам, как происходит то, что духи, признанные высшими, не всегда согласны между собой. Мы прежде всего скажем, что независимо от причины, которую мы только что отметили, есть еще и другие, кои могут оказать некоторое влияние на характер ответов, независимо от качества духов. Это главный пункт, изучение которого даст объяснение. Вот почему мы говорим, что исследования эти требуют неослабного внимания, глубокого наблюдения и в особенности, как и для всех человеческих наук, последовательности и постоянства. Годы нужны, чтобы сделать заурядного врача, и 3/4 жизни, чтобы сделать ученого. Знание же беспредельности люди хотели бы приобрести в несколько часов. Так пусть не обманываются на сей счет. Изучение спиритизма необъятно. Оно затрагивает все вопросы метафизики и общественного устройства. Это целый мир, раскрывающийся пред нами. И стоит ли удивляться тому, что нужно время и много времени, чтобы обрести это знание? Противоречие, однако, не всегда столь действительно, как то может показаться. Разве не видим мы ежедневно, как люди, занимающиеся той же самой наукой, меняют определения, которые они дают тому или иному предмету, то употребляя иные термины, то рассматривая его с иной точки зрения, хотя основополагающая идея остается всегда той же самой. Пусть сосчитают, если только смогут, число определений, которые были даны грамматике. Добавим еще, что форма ответа часто зависит от формы вопроса. Ребячеством было бы находить противоречие там, где чаще всего наличествует лишь разница в словах. Высшие духи ни в коей степени не придают значения форме. Для них суть мысли все. Возьмем для примера определение души. Поскольку слово это не имеет постоянного значения, то стало быть духи могут, подобно нам, расходиться в даваемом ему определении. Один может сказать, что она есть жизненное начало, другой назовет ее духовной искрой, третий скажет, что она внутренняя, четвертый, что внешне, и тому подобное, и все будут правы со своей точки зрения. Можно даже подумать, будто некоторые из них исповедуют взгляды материалистические, и тем не менее это совсем не так. То же самое и со словом «Бог». Это будет начало всех вещей, Создатель Вселенной, Верховный Разум, Бесконечность, Великий Дух и так далее, и тому подобное, и в конечном счете все это Бог. Или возьмем, наконец, классификацию духов. Они составляют непрерывную вереницу от самой низшей ступени до самой высшей. Классификация стала быть произвольна, один сможет выделить в ней 3 класса, другой 5, 10 или 20, по своему усмотрению, не впадая при этом в заблуждение. Все науки человеческие дают нам в этом пример. У каждого ученого своя система. Системы меняются, но наука остается неизменной. Пусть ботанику изучают по системе Линнея, Жуси или Турнефора, знать все равно будут ботанику. Прекратим же придавать вещам чисто условным больше значения, чем она того заслуживают, и сосредоточимся на том, что одно только и серьезно, и тогда размышление нередко заставит открыть в вещах, представляющихся нам самыми бессвязными, некое сходство, ускользнувшее при первом рассмотрении.